Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала. Я невролог Постников Александр Юрьевич. И в этом ролике я вам хотел бы рассказать о сухом кашле, который может появляться при лечении гипертонической болезни. Казалось бы, какая может быть связь между кашлем и лечением гипертонии? Однако она есть, и зачастую она связана с приемом определенных групп лекарственных препаратов, которые могут вызывать сухой кашель. Сухой кашель – это частое побочное действие препаратов для лечения гипертонической болезни, одной из которых является ингибитор АПФ. Ингибиторы АПФ или ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Пример лекарства из этой группы – это энолаприл. Причем энолаприл – это международно непатентованное название. У этого лекарственного средства есть еще множество и торговых названий. ЭНАП, ЭНАМ, например, и множество других, берлиприл. И зачастую вот это лекарственное средство может как раз-таки провоцировать сухой кашель. За счет чего? Ну, во-первых, само лечебное действие ингибиторов АПФ заключается в следующем. Они превращают ангиотензин-1, это вещество, которое вырабатывается в печени, в ангиотензин-2. Ангиотензин-2 обладает выраженными вазоконстрикторными свойствами. То есть ангиотензин-2 сужает артерии. Причем, сужая артерии, он как раз-таки и вызывает повышение артериального давления. Но есть фермент, который участвует в переходе вот этой первой формы во вторую. И лекарственное средство из группы ингибиторов АПФ, воздействуя на этот фермент, тормозит переход первой формы во вторую. Таким образом, активного ангиотензина, ангиотензина-2 в общей массе становится просто его недостаточно для того, чтобы сузить и сосуды, да, артерии и вызвать гипертонию, да, повышенное артериальное давление. Но у него есть, у лекарственного препарата, есть еще и одно действие, которое заключается в повышении уровня брадикинина. Брадикинин – это вещество, которое тоже в нашем организме участвует в очень большом количестве биохимических реакций. И на фоне приема ингибиторов АПФ оно может накапливаться в легочной ткани. Накапливаясь в легких, оно раздражает слизистую верхних дыхательных путей и вызывает сухой кашель, который появляется зачастую во вторую половину дня. Вот, собственно, причина сухого кашля на фоне приема антигипертензивных препаратов заключается именно в этом. Самая главная проблема – это в том, что вовремя люди не могут понять, из-за чего возникает кашель. Многие ходят, обследуются, принимают кучу препаратов, но к какому-то стойкому эффекту это не приводит. Если же вы принимаете лечение от гипертонической болезни, и у вас появился сухой кашель, который более выраженный во второй половине дня, и он не сопровождается другими симптомами, такими как повышение температуры, выделение из носа, озноб, общая слабость, которая сильная на фоне этого может возникать при простудном заболевании, то самое время обратиться к терапевту или кардиологу для того, чтобы рассмотреть вопрос замены этого лекарственного препарата. Потому что зачастую снижение дозы или какая-то коррекция дозировки к выраженному эффекту не приводит. Кашель все равно может сохраняться. А вот замена лекарственного препарата на другой, который не обладает таким побочным действием, эффект приносит. Поэтому, если вы с этим столкнулись, обращайтесь, не времените и исправляйте эту ситуацию, тем более, что она поправима. Если вы считаете, что видео полезное, подписывайтесь на канал, делитесь им с другими. И до новых встреч в следующих роликах. Пока-пока.